महबूब दे देखने को। Так, значит, уже я тут на втором этаже стою. Итак, это у меня прочистная. Там я сейчас буду перекрывать под канал. То есть здесь у меня пойдет 3 канала по кирпичу. Клинышек я сейчас туда положу. Сделаю деление каналов. Деление каналов сделаю. Пойду покажу. Так, ну что, ну там понятно, там пойдет подъемный канал, переходящий уже непосредственно в трубу. И где-то вот в этом месте еще дополнительно будет задвижка, и еще будет вертикальная задвижка. То есть у меня, ну, потом по ходу увидите. Так, пойду покажу, как это все снизу выглядит. Вот такая вот у нас удобная лестница, если вы еще не видели. Сегодня день был адский, парни. Умаялись, а сейчас хорошо, да, работать? Вообще отлично. Вообще отлично, да. Так. То есть вот у нас тут, что на первом этаже творится. Сделали мы такую короночку. Закрыли колпаки. Так, уже темно, пора включать генераторы, включать свет. Так, 5-й день. Мы вышли на 2-й этаж вчера. Что-то разогнались. Даже забыл подснять немножко щиток. Ну, тут, в принципе, что снимать-то? Как бы все просто. Кладем щиток, делаем перевязки, гэшечки делаем. Каналы подчищаем. Литков 5-6 кладем, чистим канал. Вот, кстати, уже пора чистить. Так, там уже у нас мешок еле держится. Нужно подкорректировать, пока есть возможность. Так, значит, Саня выполняет перевязку межканальных рассечек. Вот так вот запиливаем четвертинку и кладем 1,5 кирпича. Керамича. Так, значит, сейчас перекрываем ход один летний будет, который у нас отвечает за летнюю. То есть газы поднимаются вверх. Здесь, если вьюшка открыта, то газы будут устремляться в трубу. Если вьюшка будет закрыта, то газы будут идти по щитку. Значит, вот кирпич такой интересный. Кто скажет, для чего он, получит респект печниковский. Точнее, мой личный. Так, сейчас вот на клинышек, да, вырезаем. Немножко пополам, 6 срезал, много получилось, шов большой, ну, не критично. То есть с одного кирпича вырезаем 2 вот этих, и эта часть где-то будет, ну, сантиметров по 7, ну, 7,5. Вот этот надрез в кирпиче. Кто скажет, для чего он служит, вообще молодец, просто гений печниковский. Так, тем временем Саня приносит клинышки. Сейчас начну закрывать. Так, у нас тут темнеет, работаем без света. Показываю, как мы закрываем наш колпак. Не колпак, наши каналы. Так, все почищено. Саня уже вырезал прочистку. Вот у нас клинышки. Получается, у нас сюда дым поднимется вверх. Если здесь вьюшка будет открыта, он в трубу устремится. Если вьюшку закрываем, он идет вправо, вниз и в тот канал вверх. То есть он опускается, он поднялся отсюда. Средний канал, если он вьюшка, если закрыта, летний ход, грубо говоря, он пойдет вниз туда, на 1-й этаж, сквозь перекрытие, поднимется вверх и сюда выйдет. И над вьюшкой уже здесь развернется и поднимется в трубу.
Вот такой Каенкорд. Так, сегодня у нас 6-й день. Начинается. Время где-то 8:20. Вчера бахнули. Один ряд был над полом. Сделали вчера 330 кирпичей, где-то посчитали, уложили. Щиток с каналами. Здесь у нас кухня. Второй уровень лесов. С 2 ящиков сначала работали, поставили. Табурет куда ставили, нет? Не помнишь? Табуретки и 2 ящика. 4 точки делали леса. Сейчас залезу, покажу. Как там внутри. То есть вот задвижка летнего хода, если мы ее открываем, у нас газы идут вверх. Если мы ее закрываем, газы идут туда, вниз, на 1-й этаж. Потом вверх поднимаются, здесь подчистка сделана. И возвращаются сюда, отворачивают и поднимаются уже в трубу. А сейчас мы уже здесь также закрываем клинышком. Там кирпич уже частично есть. Закроем клинышком все это дело. Еще редком сверху накроем и пойдет уже труба. Ну еще одну вьюшку нужно будет поставить в трубу. Так, значит, все, мы закрылись финально. Там клинышек у нас. Саня закрывает 2-м рядом. Высота получилась у нас где-то 2:30 у нас получилась высота проектная. Ну, точнее, 2:37 было. Один ряд я поменьше сделал. Все, сейчас ставим вьюшку в трубу и погоним уже кладку трубы. Сегодня у нас 7-й день, доделали. Трубу доклали. Осталось сделать гидроизоляцию, сейчас Егорик все почистит. Так, пока есть время, покажу, что мы тут наделали. Сразу мы штуку сделали за 1 день. Так, труба вышла, гидроизоляцию сделали. Это значит вьюшка. У нас дым, газы поднимаются сюда. Ну, понятно, если вьюшка открыта, то газы устремляются в трубу. Если вьюшку закрываем, газы идут вниз, уходят туда на 1-й этаж, разворачиваются и поднимаются по правому каналу, и здесь уходят в трубу. То есть тепла будет тут офигеть как много. То есть когда заказчик будет затапливать, печкой пользоваться, у него будет вьюшка это открыта. И колпак будет один открыт. Минут 5 поработала, нижнюю вьюшку закрывает и идет печка по 2 колпакам. Потом через, например, час уже можно будет эту вьюшку закрывать, когда массив основной будет прогретый, чтобы газы не сильно остывшие выходили. Но это сам заказчик уже там будет разбираться, как и что ему лучше топить. Все, сейчас начинаем собираться, вещи собирать. Вот она наша труба. Высокая получилась в целом-то. Труба, то есть получается у нас вот дом такой, да, и труба получилась 4,05, Саня считал. Это со щитка с каналами со 2-го этажа. Начинаем грузиться. Так, у нас время без 20:12. Сидим, ждем заказчика, играем в покер. Как всегда, я в плюсе. Саня что-то сегодня ушел в минус. Сейчас заказчик приедет, сказал, в 1 часу приедет. Будем сдаваться. И домой, на большую землю. Печку мы затопили, приехал заказчик. У нас, значит, ушло порядка 1,5 тысяч кирпичей, из них 80 шамотного. Шамотный кирпич мы резали, делали лещатку на футировку колпака. Топливник выложен шамотным кирпичом ШБ-8. Ну и колпак зафутировали им же. Разрезали вдоль и зафутировали. Кто-то футирует ШБ-6, что ли там, лещатка называется. Ну вот я разрезаю и кладу. То есть печка получилась 1500 кирпича, вес порядка 6 тонн. Клали, значит, мы 7 дней. То есть печка называется транзитная. 2 колпака у нее. Первый колпак зафутирован. Вьюшку открываешь, газы идут вверх. Здесь, значит, прочистка есть. И дальше наверху у нас на 2-м этаже 3 канала. Тоже, если вьюшку открыть, то напрямую пойдут. Прочистка. Плита лежит на футировке. Если плита лопнет, заказчик потом сказал, что лист железа 18-20 сделает. Полочка. Здесь получается как бы сквозное продувание в помещении, вот, просмотр. Тоже какую-то полочку сверху потом человек положит.
Работает, значит, мы с генераторами на объекте. Было у нас 2 генератора. Для станка мы брали 5,5 кВт протоновский. Он очень хорошо себя показал. Прям запускался так идеально, даже от сети, иной раз 220, такого не бывает. И у заказчика Аврора. Значит, Аврора на 2,5 очень понравился, работал стабильно, заводился со стартера. Вообще прям идеально. И что самое было интересное, он потерял очень мало бензина. Ну, в принципе, печку затопили, заказчик доволен. Довольны? Довольны. Плита начала обгорать, я немножко удаляюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был печной мастер Александр Бушуев. Живой работаю в городе Екатеринбурге. Обращайтесь. Всем пока-пока.